Так, добрый день, всем здравствуйте. Кто заглянул, кто успел. Так внезапно, в принципе, но неделю назад уже было что-то подобное. Сегодня должен продолжить. Просто сегодня второй адвент у нас. Второе воскресенье, второй адвент перед Рождеством. Такая небольшой такой, как сказать, небольшой рассказ, показ. Что к чему, что мы тут делаем? Час, здравствуйте всем. Чеканок, Мага, привет. Вот так вот. Думал, уже сегодня не успею, но получилось. Вторая свечка, как вы видите на экране монитора. Это символизирует второе воскресенье, связанное именно, как называют, адвент. И второй адвент — это второе пришествие, которое будет отмечаться в этом году 5 декабря. Как и воскресенье Адвента, второе воскресенье названо в честь вступительной песни Святой Мессы, и аспект Бога находится на переднем плане во второе воскресенье Адвента. В этот день христиане особо отмечают предсказанные искупления от всех земных страданий через жертвенную смерть на кресте. Я, конечно, это все перевел, потому что было на английском, на немецком, ну, как бы я не стал читать это все на немецком, именно на русский, чтобы было проще, понятнее. Небольшая информация про наш предрождественские праздники. Пару видео уже были, намеки, карусели, у нас были праздники, все так, все с этим связано. В городе люди гуляют, отдыхают, выпивают, кушают. Воскресенье проводят так же, как первое и второе, третье, было все в семейном кругу. Сегодня погода нам позволяла, мы были на прогулке, было отлично, все было супер. Э, Теперь вернемся чуть-чуть к Адвенту. В течение 4-недельного сезона Адвента христиане готовятся к пришествию Господа на Рождество. И принято символически пропускать время ожидания с помощью рождественского венка с 4 свечами. Как вы видите, мы уже добрались до второй. Вторая есть. И, соответственно, так, я думаю, продолжим традицию до 4-го. И потом, соответственно, будет Рождество. Второй адвент зажигается вторая свеча адвентского венка. Но церковный год начинается с адвента. Православные христиане отмечают адвент с 6-недельными рождественским постом или постом Филиппа. Год православной церкви начинается с 1 сентября. Адвент календари широко распространены и особо популярны у детей. Чаще всего это 24 дверки. У нас это тоже, в принципе, очень популярно стало с вот этими календарями именно для детей, где 24 двери и вплоть до сейчас со сладостями. Сейчас новый календарь уже есть с игрушками. Каждый день, каждое число в декабре — это новая дверца, новый праздник, новый подарок. И распространяются сейчас они уже очень часто стали с разными шоколадами, сюрпризами. И в течение 20 века появились бесчисленное количество вариантов календарей. Даже есть календари для взрослых, из которые состоят, посвящены идеям, ожиданиям рождения или возвращения Иисуса Христа. Поскольку начало сезона Адвента привязано к воскресенью, но его конец с Рождеством привязан к фиксированной дате, он может длиться от 22 до 28 дней. В 4 воскресенья Адвента принято совершать святую мессу, и рано утром при свечах во многих местах на окнах дома ставят контрфорсы. Первоначально каждый горящий свет на деревянной арке символизировал вернувшиеся члена семьи. Я последний раз вам читал, то есть даже это было связано с шахтерами, где были фонарики, они вешали, и, соответственно, знали люди, что он вернулся домой. Также с членами семьи. И Адвентское воскресенье немаловажно для розничных торговцев. Хотя федеральный конституционный суд запретил открывать бизнес во все 4 воскресенья во многих городах, принято, чтобы
По крайней мере, 2 воскресенья Адвента были открыты для продажи. Так что со второго Адвента можно будет купить рождественские подарки. Церковь защищает себя от коммерциализации и призывает своих верующих вспомнить истинное значение Адвента. То есть прийти, вспомнить рождение, поставить свечку и так далее. Да? Вместе посидеть, и семейный круг и все в этом духе, а не именно чтобы с торговлей было связано. Такие вот дела. Это коротко о втором адвенте. Пробегусь быстренько по чату. Песенка навеяла праздничное настроение. Еще твои конфетки. Да, да, спасибо большое. Чеканок как брат, как здоровье, как домашние питомцы. У него все вроде бы как норм. Давайте новые ролики снимай, выкладывай с ними. Да, почему бы и нет. В принципе, да, черепаху записывай. И почти все дороги деревянной улицы. Чеканок супер. И я и так одному чем-то посоветовал, типа второй замеряет снимать все, что видишь, интересно. Не так он в просторах быстро поднялся. Почему нет? Классно же. Мага тоже далеко пойдешь, подожди, как ты играешь, это супер, в принципе. Тебе надо чуть-чуть еще поднастроить канал, будет вообще отлично. У него больше 100 тысяч просмотров у меня, но я, разумеется, не завидую, а наоборот из-за него. Правильно? Зависть плохая штука, наоборот, вместе работать, вместе действовать. Если бы не я, он так бы остался бы, типа, с несколькими мелкими роликами, где в год 10 просмотров поднимался бы. Такс. Такие вот дела. Так что, ну, такой сегодня будет, в принципе, коротенький стрим. Если попозже еще будет время, я еще, конечно же, может быть, включу игру, но не обещаю, если честно. Потому что, как бы, воскресенье, праздник, и хотели его провести в кругу семьи, с родителями, с детьми и так далее. Чеканок, даже он название своего канала несколько раз и все же повторил за мной, даже использовал имя, как у меня, Мага Гелендваген, но... Да. Ну, как бы повторять за каналами, за другими, прям копировать, это тоже как бы не вариант. Ну ладно, такие вот дела. Были на прогулке сегодня, прогулялись, записали много интересного. На следующей неделе вы увидите много-много-много интересного, я думаю. Кому там, может кому-то будет неинтересно, но постараемся, чтобы было и интересно. Записал чуть контент, соответственно, неделя будет следующая тоже, она, в принципе, плотный график, надо много двигаться. Как вот вчера получилось так, что включил драйвер игру, я сам этого не ожидал. Как бы, ну, класс, прошел несколько процентов, я очень доволен. Все супер. И так далее. Так что посмотрим, что это нам даст. Как Чеканок супер, он, конечно, освободиться чуть со своими делами разрешит. Я бы хотел бы с удовольствием с ним опять поговорить на мото-темы. Скорее всего, да, это будет в очень скором времени. Хороший праздник. Расскажи про карусели. Увидим ли мы тебя на них? Да, праздник хороший. Скорее всего, в следующий раз я еще пойду как-нибудь в городе еще поснимаю, но ну, не на каруселях, потому что я такой человек, что на каруселях ездить именно, я думаю, будет в этом плане что-то интересное, что показать, как сейчас, вот, который я праздник вам уже записал, показал, где все отдыхали, карусели, там еда, сладости, пиво. Сейчас как бы детские карусели оставили, взрослые карусели запаковали, убрали, увезли, больше их нет. Остались детские в центре города, мы туда еще с вами вернемся, вам покажем. И, в принципе, это классно, вот эта вот атмосфера рождественская, елки, гирлянды, там вот это вот всякие вот эти вот пряности, сладости, вот эти вот перед Рождеством все внутри прям как бы вместе общаются. К сожалению, ситуация с ковидом, она чуть-чуть напрягает, нужно маски тебе носить, как бы ты не имеешь, ну, как бы очень плотное вот это движение в городе сейчас, всем охота, конечно, всем охота. И до того дошло то, что сильно начало опять расти число заболевших.
сделали только 2G, то есть если ты болел с доказательством, ты можешь туда попасть, прийти. И если как бы у тебя есть уже прививка, то есть с документом, что прививка, ты можешь принимать участие, проходить. То есть у кого просто тест уже как бы не допускают. И на днях такое же самое сделали в магазинах. Только все магазины, кроме продовольственного товара. То есть стройматериалы, там, одежда и все такое, вот эти мелочи все. Везде только с тестами надо. Ну, без теста даже. То есть 2G. Такие вот дела. Так что мы постараемся, попробуем что-нибудь, в город попадем там, потому что есть еще что, конечно, показать. Было бы интересно, по крайней мере, вот этот сейчас вот рождественское все такое украшенное, красиво. Хороший праздник. Так, Мага пишет, Чиканокса Супер, и тогда я для него чисто снимал ролики, где есть именно дрифт миссии, полно мест для дрифта, и даже те места, где можно делать рекорды и просто дрифтить. О, мототему освобожусь, в принципе, на следующей неделе готов. Почему везли на... Позже. Ну, да. Я даже несколько комментов драйвера прочитал и знаю, что у него нереально... Да, Мага, я помню, это вообще дела такие были. Все будет хорошо. Не принимай. Он даже, этот человек, он мне писал комментарий. Ну, как бы некоторые вещи надо пропускать. Он мне написал, что вот, как так, все хорошо. Пускай он не принимает близко к сердцу, он успокоится. Это такое дело непонятное, да? Как бы, пускай. Некому вот это все выплеснуть. Да, Мара смеется. Вот дела, блин, печально. Береги себя, своих близких. Да, берегите все. Скоро Рождество, скоро хороший праздник будет, Новый год для всех. То есть для 99% земного шара Новый год настанет именно с 31 декабря на 1 января. Тоже, я считаю, семейный праздник. Берегите себя, чтобы был полный стол тех людей, которые вы хотели, мы с вами рядом. И, соответственно, поужинать в полночь вместе, там, фейерверки, все дела, там, чтобы вот это вот самое главное, думаю, ну, чтобы не болели, конечно, в наше время не болеть и прорвемся, я думаю, еще, к сожалению, как вот сейчас ситуация показала, все может резко ухудшиться, но мы не сдаемся и надеюсь, что все это в ближайшее время утихнет, потому что много себя считают, то, что у них прививок нет, они как бы закольцованный, и права у них забирают, такие вот дела. Да, как-то вот так. Чканок Стар Супер, канал растет, я так счастлив за тебя, молодец. Ты сейчас меня говоришь или магия? Спасибо большое, стараемся. Я в первую очередь, конечно, это, если ты про мой канал говоришь, это твоя заслуга. Потому что когда мы познакомились, у меня даже не было 100 подписчиков, я помню это. И несколько планов, которые я привел как бы в действие и проверю, что это даст и покажет. Как бы я тоже думаю, что от этого толк есть. Ну и как бы наша вместе вот коммуникация, вместе план действий, он дает свои плоды. И у тебя как бы тоже канал неплохо вырос за несколько месяцев. Я вообще не принимаю близко к сердцу. Я просто, блин, не то, что я так и остался бы в год под 10 просмотров и 10 роликов. Да не, все нормально. Все нормально, Чикнук. Да, спасибо большое. Да, я сегодня... Это будет короткий такой воскресный стрим. Мне нужно, правда, бежать. Я просто хотел напомнить, что у нас как бы еще осталось до Рождества несколько недель. Все хорошо. Чиканок, спасибо, что забежал. Мага, всех вас люблю очень за ваше понимание, за вот это вот, что мы друг друга поддержка. Как говорится, помогаю кому могу и как могу. В ответ получаю. Да не, все нормально. Я сейчас освобожусь. Я смотрю, зайду еще твои ролики изначальные. Все это комментирую, не беспокойся. Просто у меня последние 3-4 дня вообще прям я не успеваю. Иногда вот в телефоне только отвечу. Все будет хорошо. Это хейтеры не должны быть. Есть позитивная реакция, есть отрицательная реакция. Ну, какая-то реакция, она тоже дает свои плоды. Так что не переживай, Макс, за это. Все будет нормально.
Еще сделаем, я сделаю еще обязательно как-нибудь стримчик, и мы покажем твой канал во всей красе. Не беспокойся, один или другой видит. Так что вот такие вот делишки. Я пойду готовить ужин для родных. Ну, а там уже все будет, как сказать, как будет. Думаю, на днях мы еще с вами увидимся. А если не стрим, то обязательно какой-нибудь влог выйдет, какой-нибудь шортс или тому подобное. В пятницу в Тигреме запланирована нарезка стрима. Обязательно каждую пятницу нарезка стрима. В дальнейшем она будет. Не переживайте. То есть после каждого стрима есть короткая связь. Такие вот дела. Мага последний день очень много выпустил. Прям молодец. Да, очень продуктивная. Я думаю, твоя продуктивность, она окупится. Подожди еще. То есть YouTube тебя не забудет, мы тебя не забудем. И то, что ты каждый день что-то выкладываешь, это очень классно. Спасибо всем большое, кто присутствовал. Сегодня будем коротко и ясно. Краткость сестра таланта, такие вот дела. Нам нужно бежать. Не болейте. Любите своих близких. Не забывайте иногда о себе. Мы с вами скоро увидимся. Все будет отлично. До связи. Продолжение следует.